Сегодня мы поговорим о Битлз, как им удалось достичь успеха, правда ли, что они продали душу дьяволу и вообще какие преграды встречались у них на пути. Прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать все секреты успеха. Недавно я читала книгу, и там совершенно случайно приводился пример с группой Битлз, и мне настолько стало интересно, как же все это началось, с чего все пошло, что я стала рыть информацию, и, в общем, сейчас все, что я узнала, я вам расскажу. При этом я бы не хотела рассказывать, что было после того, как они стали известными, а скорее больше о том, с чем они столкнулись до того, как их альбом наконец-то выстрелил, да, и сколько времени прошло, было ли это случайностью. Вот это, наверное, в нашем случае интереснее всего, да, посмотреть, как люди добиваются успеха, сколько времени это занимает. Мало кто знает, что начало их карьеры – это сплошная череда просто преград, неудач и потерь. При этом, возможно, именно эти неудачи и привели их к тому результату, который они имели на тот момент. Например, Пол Маккартни, он вообще опоздал в институт и из-за этого туда не смог поступить. Ну и через какое-то время они познакомились с Джоном, это было в 1957 году. То есть как только они познакомились, они вроде даже не сразу друг другу понравились, но тем не менее они начали писать песни, писать музыку, и таким образом у них уже начал формироваться какой-то репертуар. И в том же 1957 году Пол и Джон переехали из своего родного города Ливерпуля в Гамбург, где они жили в ужасных условиях, просто дичайшие условия. Это был, как я узнала, заброшенный кинотеатр, абсолютно без воды, с едой тоже были проблемы. И, в общем, выступали они каждый день, то есть 7 дней в неделю, можете себе представить, да, у них были какие-то там мини-концерты, но за которые, я так понимаю, им не особо много платили. После этого какое-то время они там пожили, и их депортировали обратно в Ливерпуль. Вот они вернулись в Ливерпуль, у них не было ни денег, ни работы. В общем, в результате пришлось встать на биржу труда, даже Пол Маккартни, да, чтобы каким-то образом найти себе работу и хотя бы хоть как-то, да, для поддержания штанов, он какое-то время поработал. Ну и вот он, видимо, поработал там месяцок, и через несколько недель они снова собрались уезжать в Гамбург. То есть свою мечту они не оставляли. И нужно заметить, что в Ливерпуле на 1961 год уже было 350 рок-н-ролльных подобных групп. То есть это был просто вот рассадник исполнителей и музыкантов. Но что отличало Битлз от других, это то, что в то время очень мало групп было, которые и исполняли бы песни, да, и писали бы эти песни. То есть вот в этом плане Битлз отличались. Они сами делали все. То есть их процесс создания песен был замкнут тупо на их коллективе. То есть не было сторонних каких-то авторов, и это позволяло им действовать намного быстрее, чем другие, да, и без каких-то потерь. Ну, например, сами понимаете, да, что передача какой-то информации, ну, например, композитор написал песню, он вложил в нее какие-то определенные эмоции, да, что-то, что нужно донести, да, когда ты ее исполняешь. И ты продаешь эту песню, и исполнитель через какое-то время ее получает, исполняет как-то не так, что-то тебе не нравится, начинаются вот эти вот корректировки. А тут у них, у Битлз было все в одном коллективе, то есть они справлялись с этим делом и быстренько друг другу передавали информацию. Ну и, наверное, они были уже изначально на одной волне, поэтому, в принципе, понимали друг друга с полуслова. Тем более, что если они начали в 57-м, да, выстрелили там они где-то в 53-м, то, конечно, за это время коллектив такой уже более сплоченный, да, и уже понимающий друг друга с полуслова. И что еще интересно, что оказывается, что они изначально вообще были не очень-то хорошими музыкантами. То есть это были достаточно заурядные музыканты. Профессионализма у них не было, причем не было от слова совсем. Хотя, конечно же, у них уже был талант. И несмотря на то, что тогда было много подобных групп, они всегда
стремились к одной цели. Причем эта цель была очень амбициозной. Они хотели стать самой лучшей группой всех времен и народов. Даже Джон Леннон после распада группы говорил, что их главной целью было всегда было главной целью, и нитью прослеживалась сквозь все преграды, это то, что именно вера в то, что Битлз это самая лучшая группа в мире, это и давало им сил, и именно это позволило им стать теми, кем, собственно, они и стали. И еще в их биографии очень интересный есть момент, который я прям даже выписала и хочу вам зачитать. Итак, цитата из авторизованной биографии Битлз. «И все-таки мы по-прежнему верили, что прорвемся и станем первыми. Когда все шло совсем погано и ровно, ничего нам не светило, мы справляли особый ритуал. Джон кричал: «Парни, куда мы идем?» Мы вопили в ответ: «Наверх, Джонни, на самый верх». «Наверх чего?» «На самую верхушку самой верхушки, Джонни». Только в 1963 году им удалось выпустить собственную пластинку, совсем маленькую, но вот только в 1963 году. Можете себе представить, они познакомились в 1957 и только в 1963 они выпустили первую пластинку. Прошло 6 лет, то есть 6 лет они долбались тупо об бетонную стену и не могли ее пробить. И вдруг в 1963 году они выпускают пластинку, и она вдруг становится на первое место всех хит-парадов. Причем на тот момент СМИ даже этот момент они просто тупо пропустили, и было какое-то затишье, да, перед бурей. То есть как-то СМИ, наверное, подумали, что это случайность, да, и что заняли и заняли. Но не тут-то было. После этой пластинки действительно наступило затишье, причем такая достаточно долгая, да, безызвестность, все равно они не стали сразу популярными, но буквально через полгода они уже завоевали всю Англию, а потом и практически уже весь мир. Ну и какую же мудрость мы можем вынести для себя, это то, что, конечно, терпение и труд все перетрут. На самом деле любая биография, да, любая история успеха, слышится нам, знаете, как тупо набор фактов. Вот. 1, 2, 3, но на самом деле это годы реального труда. Годы битья головой об бетонную стену. Надеюсь, что история Битлз для вас была супер мотивационной, и вы немножко пересмотрите, да, взгляд на жизнь, когда уже опускаются руки, когда уже ничего не хочется делать. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем до новых встреч!